Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для представителей знака Водолей. Давайте мы посмотрим, что наших водолеев будет ожидать. Какие вам сегодня карты выпадут в нашем раскладе на вторую половину месяца марта. Это период с 15 по 31 марта. Какие интересные события вам следует ожидать? Я понимаю, что уже этот отрезок времени начался. Надеюсь, я еще не опоздала с этим своим раскладом. Кому нравится такое видео, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Всегда очень рада почитать от вас сообщения. Также не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой YouTube-канал. Тоже буду очень-очень признательна. И буду рада видеть новых подписчиков и новых зрителей. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. Первая карта у вас просто потрясающая, потому что это карта Колесо Фортуны. И да, фортуна, она может крутиться и в вашу пользу, и нет, но в данном случае, я думаю, что здесь позитивный такой какой-то вайб должен быть. То есть здесь какие-то хорошие события для вас, что-то происходит так, как задумано Вселенной. И я думаю, что это какая-то позитивная задумка с ее стороны. Вы здесь в целом как будто бы попадая в этот круговорот событий, этих перемен, которые вам идут на пользу, и оказываетесь в каких-то хороших ситуациях, может быть, в удобное место какое-то попадаете, в удобное время, можете себя реализовать и в целом изменить ситуацию в лучшую сторону именно из-за тех событий, которые у вас здесь происходят на этом колесе фортуны. Шестерка мечей, кстати, тоже про перемены. Перемены, уход от плохого к лучшему. То есть вы оставляете худшее позади, и вы движетесь к чему-то более гармоничному, мирному, спокойному, к чему-то, что больше вам будет подходить. То есть это время какого-то исцеления, возможно, какой-то очень хороший, позитивный для вас тоже переход. Для кого-то может, кстати, говорить о поездке. Да? То есть позитивная какая-то поездка, какое-то путешествие для вас, которое здесь может происходить. Тут же карта Верховная Жрица, которая говорит об интуиции, о том, что интуиция и вообще вот это ощущение внутреннего какого-то чувства, оно у вас будет играть важную роль для вас в этот период времени. Вам нужно постараться игнорировать свои страхи, свои переживания, вам нужно будет почувствовать эту связь со Вселенной и, как будто бы удержаться на правильном пути. То есть она направляет вас, ваша интуиция, на правильный, на верный путь. Для вас это будет какой-то такой важный, ключевой момент. И давайте посмотрим, что еще есть. Есть десятка жезлов. Да, то есть по Верховной Жрице могут быть какие-то знаки, на которые, кстати, можно будет обращать внимание. Какие-то такие может быть, маячки, на которые не обращаете вы обычно внимания, но здесь следует, потому что они могут быть каким-то важным для вас знаком. То есть вам нужно будет прислушиваться прямо к своей интуиции и замечать детали. И вот эта десятка жезлов, которая здесь у вас есть, и вот она здесь выпадает, она показывает завершение, замыкание какого-то тяжелого для вас цикла. И вот десятка жезлов, она показывает, что вот это тяжелое бремя, которое вы несли, возможно, еще несете, возможно, оно в какую-то прям проблему превратилось, с которой вам тяжело справляться, и вы больше не можете это терпеть. Вам хочется это отпустить, вам хочется двигаться дальше и сбросить с себя этот груз, потому что вы чувствуете себя перегруженными, измотанными работой, сильно обремененными какими-то событиями. Может быть, вы в отпуск хотите уйти, потому что просто устали, в конце концов, от той работы, которую выполняли. Да? То есть что-то вызывает у вас чувство подавленности и вот этой усталости, какой-то груз, который вы на себе тянете. И вам хочется позитивных перемен. Правда, может быть, кто-то едет отдыхать, поэтому в отпуск здесь и принц чаш, колесо фортуны, принц кубков. Может вам предложение какое-то поступать по принцу кубков, еще и с принцессой пентаклей. Может быть, это поддержка или какое-то выгодное для вас предложение, которое выпадает с этим пажом пентаклей. Но вот здесь может быть, люди вокруг вас стараются максимально вас поддержать. Это могут быть такие земные или водные знаки зодиака, кстати, то есть могут говорить, что вы слишком много на себя взяли обязательств, что вам нужно о себе позаботиться, что вам нужно отдохнуть, может быть, что вам нужно делегировать на кого-то свои полномочия, свою какую-то обязанность. Мол, вы устали, хватит, нужно отдыхать. И вот вы этой возможностью можете воспользоваться, потому что сами понимаете, что так больше продолжать не можете, что вы просто в конце концов устали. И некоторые из вас могут, кстати, чувствовать, что вами воспользовались, как будто бы вы выполняли работу за себя и за кого-то еще другого, и от этого устали. Что вы не должны были это делать, что вы чересчур многое на себя брали. Давайте посмотрим, что здесь еще. Ого, башня.
Есть башня, есть шут. Тут интересно, что шут — это как шаг в новое, такой шажок. И башня — это разрушить старое, уйти, десятка жезлов, уйти от того, что было тяжелым для вас и обременительным. А с колесом фортуны здесь, скорее всего, башня смягчается, она показывает, что по колесу фортуны, что это перемены, которые предопределены для вас. Так должно произойти. Что-то такое вот происходит или произойдет вот сейчас, в этот период, вторая половина марта, что вот как будто у вас не останется другого выбора, не останется другого варианта, как начать совершенно новый путь, новый цикл, новую главу в вашей жизни, двигаться к чему-то лучшему и оставить какое-то время позади. То есть воспользоваться тем шансом, теми изменениями в вашей жизни, которые вам сейчас здесь даются, которые вам предлагаются. То есть карта шута, она также говорит, что вам нужно, слушать себя, слушать свою интуицию, может быть, даже где-то не обращать внимания на какие-то ваши страхи тоже. Вот она, шут. Не давать страхам себя как-то превозмочь. То есть здесь нужно будет постараться по этому шуту быть легкими, открытыми всем изменениям новым, которые у вас будут. Давайте посмотрим. Император дальше. Карта Верховная Жрица есть как интуиция. И тут же император и императрица. Прям пара. Император, императрица. Интересно, то есть, сейчас я подумаю, в целом такое интересное сочетание, редко прям так вот подряд они выпадают, эти карты. Но да, здесь, наверное, в принципе, может быть ситуация, где вы, во-первых, чувствуете по императору, что вы здесь какой-то, вот знаете, как лидирующую позицию занимаете, что вы здесь управляете своей жизнью, что вы здесь отвечаете за свою жизнь, может быть, и можете что-то планировать, что-то строить, может быть, здесь вы главные в отношениях будете, либо вот какие-то вопросы, касающиеся партнерских отношений, для вас будут важное значение иметь, и, возможно, поддержка вашего супруга или супруги здесь тоже будет важна в этот период перемен. То есть здесь вот что-то вот связанное с этой опорой, потому что это пара, император, императрица, это мама и отец, это то, что обеспечивает стабильность в этих переменах, в этот период разрушений старых каких-то нерабочих ситуаций или каких-то разрушительных ситуаций. То есть, вот это ощущение стабильности, которое дает вам, может быть, ваша вторая половинка, понимание того, что вас могут поддержать, что вы можете преодолеть любые препятствия здесь, что вы можете благодаря каким-то вот этим партнерским связям здесь этот прочный фундамент удержать. То есть, может быть, это ваши личные отношения, а может быть, это что-то вот важное, касающееся отношений партнерских в вашем окружении, но это то, что дает вам чувство стабильности в период перемен, в период смуты, в период каких-то изменений, которые у вас есть после вот этого разрушения. Давайте посмотрим. Еще есть двойка мечей, есть правосудие. Двойка мечей — карта перекрестка, карта выбора, то есть двойка — это два варианта в любом случае. И по двойке мечей, возможно, вы не сразу хотите принимать то предложение, которое вам дается. Может быть, вы его хотите как-то игнорировать, не обращать внимания на это предложение, делать вид, что вы его не замечаете до поры до времени. Вот как будто бы при этом вы все равно интуитивно понимаете, какой вариант вам нужно выбрать, какой путь вам нужно выбрать. То есть вы понимаете, что нужно поступить по справедливости, вы как будто бы должны быть честными перед собой, перед окружающими, соответственно, идти по тому пути, который будет максимально правильным, законным, может быть, или правильным с моральной точки зрения. Такое ощущение, что вы действительно как будто бы понимаете, что вам предстоит сделать очень важный выбор здесь, и этот выбор, он станет настоящим испытанием для вас, и у вас есть нежелание сразу, вот прям быстро этот выбор делать. То есть много есть страхов, много есть сомнений, много есть тревог, возможно, с этим связанных, потому что вы не можете предвидеть будущее, соответственно, и вы накручиваете себя, начинаете надумывать, что может это произойти, это что-то плохое может быть, и, собственно, вы из-за этого можете переживать. И карта правосудия, девятка мечей, то есть по девятке мечей переживания, которые у вас могут быть, вы много об этом думаете, можете по ночам плохо спать, то есть прямо вот очень сильно из-за этого переживаете. Карта колесница, карта десятка чаш, хорошо, замечательная карта. В целом
Хоть я и говорю, что по девятке мечей действительно есть чрезмерное обдумывание и какое-то накручивание себя. Вы прям какие-то ужасные вещи можете продумывать в голове, слишком много о чем-то можете думать и много анализировать какую-то ситуацию, копаетесь прямо в себе, пытаетесь разобраться в своих чувствах из-за этого и тревожитесь. Но при этом здесь же у вас эта карта, которая дальше выпадает, колесница и десятка кубков, она показывает движение вперед. Кстати, может говорить опять-таки о поездке, может быть, каком-то переезде, где вы переезжаете всей семьей куда-то, к примеру, поэтому десятка кубков. И поэтому есть много волнений. Может быть, понимание, что вы какую-то обязанность, да, ответственность несете за своих близких, соответственно. Но, тем не менее, вы целенаправленно идете по важному для вас пути. Вы знаете точно, какой путь вам нужно выбрать, к чему вы стремитесь. И самое важное здесь то, что вы можете, ну, знаете, в любом случае здесь получать хорошие какие-то возможности, которые несут стабильность и гармонию в ваш дом, в вашу семью в целом. Поэтому этой возможностью, которая вам здесь дается, скорее всего, лучше воспользоваться. Может быть, даже если вы не хотите принимать это предложение и сомневаетесь, да, вот двойка мечей, закрываете глаза на какие-то очевидные вещи, что-то произойдет такое, что как будто бы вас, вот знаете, как встряхнет и заставит опомниться, понять, что ну вот в любом случае эти перемены неизбежны, хватит на себе тянуть этот груз, и нужно двигаться вперед. Нужно двигаться по пути справедливости и того, что сделает вас счастливее, может быть, ваших близких счастливее. Ну, в целом неплохой для вас расклад, Водолеи. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.